Всем привет, с вами Легендас и добро пожаловать в Огненные сады. Сегодня я поведаю вам легенду о великих мастерах Mortal Kombat Mobile и их достижениях, и выразить свое уважение и благодарность за то, что они сделали для меня и сообщества Mortal Kombat Mobile. Тот вклад, который сделали эти игроки в развитие МК, является великим подвигом, что сделало их настоящими легендами. Наша история начинается 3 года назад с башни Лин Куэй и первом ее запуске. Это был новый режим и первая башня, в которой были боссы. Для большинства игроков она стала настоящим испытанием и проверкой их умений. Первый игрок и великий мастер Mortal Kombat Mobile, о котором пойдет речь, чей пистолет стреляет без промаха, это ManWith No Game 45. Он также известен как Человек без игры 45. 3 года назад, будучи новичком, играя пару месяцев в Mortal Kombat Mobile, я смотрел видео на YouTube с советами по прохождению башни Лин Куэй и случайно увидел видео Человека без игры 45, где он рассказал, как победить битву 194. Посмотрев это видео, я был настолько восхищен мастерством этого игрока, для которого битва 194 была легкой прогулкой в парке. Давайте же посмотрим, о чем я сейчас вам только что говорил. Как дела, ребята? Парень, у которого здесь нет игры 45. Матч 194 башни Лин Куэй. Мы собираемся быстро взглянуть на экипировку команды, а затем я покажу тебе секрет победы над пассивом MK11 Cabal. Ты, возможно, заметил, что Скорпион, Кабал и Джейд вооружены морозильными пакетами, ледяными клюшками и замороженной мумией. Так как они полностью команда Нетереа, я собираюсь снабдить Лю Кана опустошителем в качестве бонуса к его урону и выработке энергии. А теперь давай начнем этот матч. Как и ожидалось, морозная бомба замораживает Скорпиона. Даже несмотря на то, что Кабал пассивно срабатывает, это дает мне достаточно времени, чтобы заманить его в ловушку. А затем я собираюсь быстро пометить Саб-Зиро, чтобы начать наносить огромный урон его ледяным шаром. Здесь ошибка, я вообще-то хотел блокировать и заплатить за это, но теперь у меня есть еще один полный бар мощности, и я собираюсь его вырубить. Вот в чем секрет, ребята. Если ты моргнешь, то пропустишь это. Я отмечаю Куан Чи и прерываю пассивность Кабала MK11, затем быстро истощаю его энергию здесь. То, что я увидел, было для меня невероятным мастерством и полезным советом, как избежать пассивной способности МК-11 Кабала и не попасть под атаку X-Ray. Действительно, это все, что нужно. Тебе не нужно никакого специального оборудования, привилегий дерева талантов, даже для блокировки. Просто хорошо рассчитывай время, и ты каждый раз будешь пропускать этот рентгеновский снимок от MK11 Cabal. Куан Чи собирается убрать его своими специальными двумя, а мы собираемся пометить Лю Кана быстрым специальным снимком. Я сделал это, потому что он отскакивает назад после специального снимка, и посмотри на это. Да, именно в этом видео я впервые увидел,
что можно уклоняться от атак рентгена противника. Это заслуга человека без игры 45. Он первый ютубер, который показал, как можно уклониться от рентгена и контролировать это. Кто-то скажет, что тут такого, он просто уклонился, и это может сделать каждый игрок. Разница лишь в том, что придумать идею и повторить ее за кем-то не одно и то же. Мастер отличается тем, что идет своим путем, а не повторяет чужой путь и не присваивает себе чужие достижения. Джейд тоже только что пропустила свой рентген. Однако ее пассивность — это проблема, и мошеннический ей будет часто использовать ее против тебя. Ей также удалось заманить в ловушку нашего Люкана, но мы просто будем продолжать бросать на нее наши специальные удары, даже если мы не можем определить время, когда сработает ее пассивность. И вот мы здесь, ребята. Еще один специальный удар, как это сделать. И это игра сет и матч прямо здесь. Следующее видео, которое взорвало мой мозг, это когда человек без игры 45 сразился в битве 194 с серебряной командой. Увидев это, мое представление об игре кардинально изменилось, и я перестал считать ее игрой Tap-Tap-Tap Special One. В 2023 году с возвращением классической башни Линквей это достижение даже сейчас кажется безумным и невероятным. Даже с учетом снаряжения новых башен, которые дают игрокам ощутимое преимущество в сложных боях. А 3 года назад даже сама мысль о подобном была настоящим безумием. И многие сказали бы, что это невозможно. Пусть на этот вопрос ответит сам человек без игры 45. Можно ли обыграть матч 194, используя только серебряные карты? Ответ однозначен, и сегодня я покажу тебе, как это сделать. Для этого тебе, конечно, понадобится высоконаплавленное оборудование башни Линкуэй. Давайте, ребята, мы используем серебряные карты, чтобы победить 194. Я также настоятельно рекомендую вам иметь оборудование для оживления, такое как живые мертвецы или ледяной шар. И приготовьтесь к смертельному удару, ребята. Вот мы и на месте. Бум! Матч 194 Линквей Тауэр завершен с использованием только серебряных карт. Это был человек без игры 45. Спасибо, что смотрите, скоро увидимся снова. Как вы видели, он смог это сделать и победить битву 194 с серебряной командой. Кто бы мог подумать, что один человек и одно видео могло так на меня повлиять. И спустя 27 попыток я победил битву 194 Скорпионом МК-11 второго слияния и узнал, насколько же эффективен этот персонаж и как сильно его недооценивают. Именно с этой победы и этого видео я создал свой YouTube канал, где выложил первое видео с битвой 194 и начал свой путь к легенде. Именно за эти и другие достижения человек без игры 45 легенда Mortal Kombat Mobile и навсегда останется в залы славы МК. Я также оставлю ссылку на YouTube канал Man with No Game 45, чтобы вы могли полностью посмотреть видео с битвой 194 и написать ему слова благодарности за то, что он делает. А теперь мы переходим к следующему герою нашего видео, который также является легендой Mortal Kombat Mobile за свои достижения и вклад в развитие этой игры. Как вы уже поняли, это ютубер Мэнд. Гнев этого мастера вызывает гром, а его знания подчиняют себе дождь. Этот игрок
взывал к старшим богам Mortal Kombat Mobile много раз. Через какое-то время старшие боги Mortal Kombat Mobile ответили ему, сказав, что его время еще не настало. Я много узнал от Мант о разных механиках игры, на которые многие не обращают внимания, а именно формулы множителя, атаки и стойкости. Эти параметры влияют на нанесение урона по противнику и уменьшение урона при получении. Такое углубленное изучение игры помогает добиваться невероятных результатов, которые могут показаться невозможным на первый взгляд. Он также создал большое сообщество Mortal Kombat Mobile в Discord, где игроки с большим опытом делятся и помогают друг другу советами по игре. О количестве полезной информации по игре Mortal Kombat Mobile и уникальному чат-боту в Дискорде достойны отдельного восхищения. Обзоры и гайды на персонажей с подробным разбором его характеристик, способностей невероятно и единственно в своем роде. С какой внимательностью к мелочам он это делает и какой большой объем работы и времени он тратит на создание такого контента. Навыки Мэнт высоки вне всяких сомнений. Он смог победить башню Старшего Ветра на аккаунте новичка, которому всего 30 дней. У меня часто спрашивают, зачем тебе два аккаунта и для чего игроки заводят второй аккаунт. Для того, чтобы снова получать те эмоции от игры, которых уже нет на прокачанном аккаунте. Давайте посмотрим на эмоции Мэнт, когда он получил награду за прохождение башни на аккаунте новичка. Я же говорил тебе, что сделаю это. После 30 дней в игре с моим аккаунтом для начинающих, с нулевыми затратами денег, абсолютно бесплатно, я достиг 200 битв в башне ветров старейшины. И я достиг, используя большинство из тех типов, которые эти два парня оглушили двойного Джонни Кейджа, который невероятен, абсолютно умопомрачителен. Я уже много лет не пользовался электрошокером Джонни Кейджа, а теперь я просто начинаю его использовать, и он полностью уничтожает всех. Если, например, есть что-то раздражающее, то нет никаких раздражающих модификаторов, таких как Инферно, которые поджигают вас, что на самом деле не имеет большого значения, потому что враги все равно не могут поразить вас, но это важно в том смысле, что это истощает вашу энергию, так что это портит вашу жизнь. Производство электроэнергии. Так что если это не так, то двойной Джонни Кейдж может загнать всех в угол и уничтожить их. Они ничего не могут сделать. Серьезно, если бы у меня был один предмет, дополнительный предмет, который дал бы мне лучший прирост выработки энергии. Вот и все. По сути, ты заперт навеки. Это здорово. Абсолютно стопроцентная гарантия того, что ты продулся месяц. Привет, ребята, и добро пожаловать в еще одно мобильное видео МК. Ребята, это замечательный момент, потому что через несколько секунд я завершу Elder Wind Tower Normal One на своем аккаунте для начинающих во второй раз. И в чем дело? Вопрос в следующем. Могу ли я на этот раз получить хороший бриллиант? Вот оно что. О нет, 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 я забыл об этом. Представь, что я не смогу победить тебя из-за этого. Возможно, из-за этого я проиграю. О боже мой. Все зависит от тебя. Убей его. Нет. Я забыл об этом. О боже мой, у меня больше нет достаточно попыток, чтобы отчитаться. Змея. Я совсем забыл об этом. Только не говори мне, что это происходит на самом деле. Давай же. У меня больше нет попыток. Посмотри на это. Он выжил при одном HP. Это несерьезно. В любом случае, ребята, я думаю, мы будем ждать, пока получим наш бриллиант, и я надеюсь, что бриллианты будут хорошими. Ну что же, наконец-то я это сделал. Наконец-то я это сделал. Я ждал. Это все, что я, кстати, сделал. Не думай, что я сделал что-то особенное, просто ждал. И теперь, наверное, это того стоит.
потому что теперь у меня 5 попыток. После этого я больше не буду обновлять эту башню. Так что этого должно быть достаточно, не так ли? Я должен быть в состоянии победить эту Фудзи в 5 или 10 раз. Конечно, я смогу. Но вопрос в том, получится ли у меня что-нибудь пикантное. Получится ли у меня избавиться от Скорпиона. Классический дождь, классический райдинг, классическая трость. Подойдет каждый из них. Подойдет и Strike for Scorpion. Адское отродье Скорпиона подойдет. Обычный подозреваемый парень, обычный подозреваемый. Так что я сделаю это, а потом я сделаю это. Он последний. У него был последний шанс. Он собирается это сделать. Окей, я думаю, он умрет для моих ребят из Джейсона. Я убежден, что он умрет для моего Джейсона. В этом-то все и дело. Он это сделал, хотя он убил моего Тремора. Никого это не волнует. Я только что убил Бата 200. Если тебе интересно, как я убил Шанг Цунга, я просто поместил его в каменную петлю с Тремором и все. Он только что умер. Я прикончил его. Я убил его со второй попытки. Но теперь вопрос в том, что я получу. Башня завершена. Ребята, мой палец на кнопке. Я собираюсь нажать на кнопку прямо сейчас. И, пожалуйста, дай мне что-нибудь хорошее. О боже мой. О боже мой. Этого стоило подождать, ребята, потому что я открываю Скорпиона уровня К, одного из лучших персонажей в игре, которого многие считают лучшим персонажем в игре. Я разблокирую его на 37-й день моего аккаунта для начинающих. И все, что мне нужно, это Пироман Сатания. Если я смогу заполучить Пиромана Сатанию, игра окончена для стольких людей. О боже мой, я просто не могу в это поверить. Кстати, это не так. Это еще не все, потому что позже сегодня я собираюсь выполнить некоторые задания и все такое. Я собираюсь собрать несколько душ и открою один набор мастеров боевых искусств. Представь, получу ли я еще одну копию Скорпиона или нет. Нет, к сожалению, я не могу получить классического журавля. Я действительно хочу получить еще и классического журавля, чтобы я мог разрушать людей и показывать миру, насколько велик классический журавль при низком слиянии. Но я не могу быть счастливее этих парней. Я не могу быть счастливее этого. Так что стоило повидаться с тобой через некоторое время. Ему не требуется ничего конкретного. Я должен быть честен. Если у тебя есть MK11 Scorpion и твоему аккаунту 2 месяца, и у тебя есть Classic Rain Fusion Zero, когда твоему аккаунту 2 месяца, конечно, тогда Scorpion будет лучше. Потому что у тебя не будет теней максимальных за 2 месяца в игре. У тебя не будет максимальной жизненной силы Блейза за 2 месяца игр. Тем не менее, ты можешь создать команду. Но я хочу сказать, что MK Scorpion намного лучше Fusion Zero, потому что он не полагается на предметы. Classic Rain полагается на предметы. Однако это не те предметы, которые чрезвычайно сильны, как ты сейчас думаешь. Это обычные предметы, и это далеко не полный перечень предметов, которые ты можешь использовать. Ты можешь использовать любой предмет, на который накладывается какой-то дебаф, или любого персонажа, на которого распространяется баф. Например, классический Джей ничего не делает в этой команде. Если ты уберешь предмет Classic Джей с классической Луки и даже Fusion Zero, то получишь еще один стек. Так что ты сможешь увидеть Гаусса. Так что я могу видеть парней, вот и все. Вот как ты можешь использовать классический термоядерный синтез с нулевым рейтингом. Определенно он может работать без невероятно мощного оборудования. Я верю, что это видео было для тебя полезным. По сути, это все, что нужно мне сегодня. Береги себя, будь в безопасности. Скорпион МК-11 – невероятная награда за те усилия, которые он сделал, и это вполне заслуженно. Кто-то скажет, ему повезло с наградой, и это была удача получить такого персонажа. Но удача любит подготовленных. А теперь настало время перейти к десерту, а именно к персонажу, который стал визитной карточкой и любимцем Мэнд. Классический Дождь. Мэнд – первый ютубер, который раскрыл нам потенциал этого персонажа, и первый человек, который покорил Дождь. Он также победил битву 194, используя персонажей нулевого слияния, что вызывает восхищение красотой боя и эффективностью тактики. Давайте послушаем, что думает Мэнд о битве 194 башни Линквей. Давай посмотрим, что я получу. О боже мой. Иди к папе. О боже мой, классический дождь. Теперь я могу снять так много видео с классическим дождем Low Fusion. Будь готов, потому что за этим последует много классических видео с дождем. Это абсолютно библейские ребята. Это абсолютно умопомрачительно. Наконец-то у меня есть классический дождь в моем аккаунте для начинающих. Итак, ты сейчас станешь свидетелем лучшего урока классического пути, и я говорю тебе, что это лучшее, потому что им будет руководить единственный и неповторимый.
Давай начнем. Хорошо, я обещаю, что это будет самое последнее видео, которое я снимаю на классе Crane, по крайней мере в течение следующего месяца. Но я был взволнован, потому что увидел несколько комментариев людей, говорящих, что они действительно не могут использовать Fusion Zero. Они не могут сделать Stone, не Stone Loop, а Special One Loop, потому что у него недостаточно мощности и все такое. А теперь позволь мне быстро показать тебе, продемонстрировать, как ты можешь достичь величия с классическим дождем, не имея какого-либо невероятно мощного оборудования. Хорошо, первое, что я приношу извинения за ужасное качество видео, которое ты сейчас видишь. Причина в том, что я записал его со своего телефона. Я никогда не понимал, насколько это плохо, так что в следующий раз я буду готов. Извини за это. Однако это видео будет в основном разделено на две части. В первой части я буду рассказывать о самом бое, битве 195 Linkway Tower. Как ты можешь видеть, я прошел ее с этой командой 3 Fusion Zero Diamonds. И вторая часть видео будет представлять собой сам игровой процесс с комментариями, так что я собираюсь оставить отметку времени для этого в описании, если ты хочешь пропустить видео. А теперь скажи, почему так важно вступление. Потому что, как ты хорошо знаешь или, возможно, не знаешь, Linkway Tower была второй башней, выпущенной в MK Mobile. Первой мы получили башню ужаса, но вызова там не было. Это была действительно очень казуальная легкая башня, каждый мог бы победить ее, даже если бы начал игру 2 дня назад, 2 недели назад, давайте поступим именно так. Башня Linkway была первым разом, когда у нас действительно был вызов, и битва 194 — самая культовая мобильная битва MK. На мой взгляд, потому что это был первый бой, в котором люди действительно застряли. Это был первый раз, когда каждое имя появилось в истории, когда люди сказали, что я не могу победить в этом бою. Это так сложно. Особенно с золотыми персонажами. Они спрашивали, как ты можешь быть таким? Это невероятно сложно. Это был первый раз в жизни. И еще одна причина, по которой этот бой на самом деле был первым боем, чтобы продемонстрировать, насколько силен MK11 Scorpion Fusion Zero. Даже несмотря на все шансы, вопреки всему, ему противостоял MK11 Jade. И все равно ты мог победить его с помощью Fusion One и Coleman Scorpion. Так много всего интересного в этом бою Battle 194. Это было безумие. В тот момент, когда я увидел его вчера, я подумал, о боже мой, столько воспоминаний просто влетело мне в голову. Я подумал, я был совершенно потрясен. В любом случае, это все. Учитывая все сказанное, этот бой сложный, но определенно не один из самых сложных боев когда-либо. Учитывая тот факт, что у нас было много-много других боев в следующих башнях, которые были намного сложнее. Он все еще стоит здесь. Я делаю то же самое, так что на самом деле это не так уж захватывающе. А вот и MK11 Scorpion падает. И вот как я побеждаю в этом бою с 3 бубнами Fusion Zero. И да, мой удар по Scorpion не нанес никакого урона. Он действительно получил некоторый урон от огня, но в него не попали. Так что эпическая штука, которая была у меня при нем, что было мерой предосторожности, на самом деле ничего не сделала в этом бою. Даже несмотря на то, что у меня есть эпическая штука моего удара по Скорпиону, здоровье было 64 тысячи. Так что один удар в его истории. Хорошо, ребята, я надеюсь, вы нашли это видео полезным. Увидимся в следующий раз. И в заключение я хотел бы сказать самое важное, что меня восхищает в этом человеке как Мант, у которого большое сердце, который уважает других ютуберов и рассказывает о них, и в трудные моменты всегда готов найти слова поддержки, которые так бывают нужны. Многие ютуберы сталкиваются с выгоранием и чувством безысходности от того, когда они вкладывают много сил и времени в создание контента и получают очень низкие просмотры, лайки и комментарии, и постепенно начинают думать, что это никому не нужно и зачем я на это трачу свое время. Так же, как когда-то Мэнт поддержал меня в трудную минуту отчаяния, я хочу также поддержать тебя. То, что ты делаешь, уникально и не имеет себе равных. Я очень ценю то, что ты делаешь, и восхищаюсь этим. Продолжай радовать нас своим контентом дальше. Возможно, это будет не так часто, как раньше, но порой для того, чтобы идти вперед, нужно сделать шаг назад и набраться сил. Леонардо да Винчи был гением, но для того, чтобы это поняли, потребовалось время. Я выражаю огромную благодарность и уважение этим игрокам за все то, что они делают для Mortal Kombat Mobile. А вы напишите в комментариях, какой ютубер заслуживает быть легендой Mortal Kombat Mobile и почему. Давайте послушаем слова поддержки от Мэнт, где он поддержал меня.
Привет, ребята, и добро пожаловать на еще одно мобильное видео МК. Ребята, сегодня мы говорим о Легендасе и его потрясающем игровом процессе Avatar 180, когда он победил, используя ML Scorpion, Fusion Zero, я полагаю. Он использовал его также в рейде справедливости и Fusion 3. Вот и все ради Христа, ты можешь увидеть его 21 уровень. И как ты можешь видеть, у него нет никакого башенного оборудования. Смысл этого видео не в том, чтобы познакомить вас с игровым процессом, просто мне нужно сказать еще кое-что, и я думаю, что самое время поговорить об этом. Потому что я чувствую, что это действительно важно. Так, вот у этого парня есть это. В нем есть огонь по поводу игры, он действительно знает игру, он любит ее. И как вы можете сказать, он вкладывает свое сердце и душу в то, что он делает. И я не думаю, что когда-либо просил тебя сделать что-то для меня, но если я когда-нибудь был тебе полезен, если тебя развлекли видео или ты узнал что-то новое, я действительно прошу вас, ребята, зайти на канал этого парня, просто мальчик, дайте ему 5 просмотров, это не имеет значения. Просто поставьте лайк этому видео, чтобы он знал, что его ценят, потому что его должны ценить. То, что он делает, просто потрясающе. И у меня действительно разбивается сердце, когда я вижу, например, этого парня, просто посмотрите, сколько просмотров он получает за это. 500 просмотров на данный момент, 500 просмотров. Честно говоря, ребята, если бы кто-нибудь предложил мне за это $1000, я бы отказался. Честно говоря, я откажусь. Ты знаешь, через какие страдания мне приходится пройти, чтобы сделать это, и я бы никогда больше не сделал этого за $1000. И этот парень делает это, и когда ты увидишь 500 просмотров, так и будет. Мне действительно плохо, поэтому я думаю, что он заслуживает лучшего, и это главная причина, по которой я решил снять это видео. Я думаю, он заслуживает лучшего, и если вы сможете помочь ему, ребята, если вы сможете дать ему понять, что то, что он делает, ценится по достоинству, это будет действительно хорошо для меня. Я был бы очень признателен за это, потому что, как я помню, когда я начинал свой канал, прежде чем я перейду туда, просто объясню вам, что он делает. По сути, он пытается поймать другую Китана в ловушку, и он хочет убрать ее первой. Как только он это сделает, все остальное будет просто, потому что они больше не могут слышать, и он использует для этого этих персонажей. Как ты можешь видеть, он этого не делает, они не наносят никакого вреда, так что, по сути, одна ошибка, и тебе конец. Одна ошибка, и тебе конец. И да, действительно, очень здорово. В любом случае, я говорил вам, ребята, что когда я начал снимать видео 2 месяца, 2 года назад, внутри меня горел тот же огонь. Теперь она уже не такая сильная, она все еще там, но уже не такая сильная. Я, честно говоря, присытился этой игрой, и в настоящее время я просто получаю оборудование для контента и просто участвую в каких-то сумасшедших битвах. Я не знаю, с полным снаряжением или что-то в этом роде, потому что я больше не могу этого выносить. Это похоже на то, как год за годом, и последние 2 или 3 года было одно и то же. Они устраивают нам какие-то жестокие сражения и ожидают, что мы выиграем эти сражения, не покупая, я имею в виду вещи, верно? Так что если ты не купишь, то будешь страдать. Ты все еще можешь выиграть, но ты будешь страдать, а мне не очень нравится страдать. И, кстати, это просто рейд, который сейчас умрет. А это значит, что другие персонажи должны умереть как можно скорее, чтобы вражеская команда не восстановила тонны здоровья. Но, как вы можете видеть, ничто не может спасти его сейчас, он должен начать все сначала. Вот через сколько страданий он прошел, чтобы записать это видео, но в конце концов ему удалось добиться своего. Ему нечего доказывать. Наверное, это лучший плеер MK Mobile. Я знаю, что Алекс, скорее всего, не согласится, но я не буду. Я отреагирую на Алекса одной из вещей Алекса позже, возможно, на этой неделе или на следующей неделе. Дело в том, что то, что этот парень делает с такой командой в очередной раз, я бы не стал делать этого за деньги. Я бы этого не сделал. Это просто слишком много. И все же он это делает. И все же он делает это, потому что любит игру. Кто-то скажет, потому что он хочет получить, скажем так, больше просмотров и привлечь больше зрителей. Если даже ты так скажешь, это совершенно нормально, потому что он, черт возьми, этого заслуживает, верно? Ты не можешь себе представить, через что должен пройти человек, чтобы сделать это, даже если он так же хорош, как ты. Правда, с MK11 Scorpion идеальная цепочка. Но опять же, одна ошибка, и тебе конец. И представь, что ты совершаешь ошибку, когда все боссы находятся на таком низком уровне. Это просто потрясающий парень. Так что это тот тип ютубера, которого я считаю, он должен поддерживать.
На самом деле он ничего не делает с максимальным оборудованием башни, как я, или с максимальными персонажами, или что-то в этом роде. Я имею в виду, что даже если они у него есть, это то, что он делает. Он пытается бросить вызов самому себе, совершая много сумасшедших вещей. И когда ты видишь подобный удивительный подвиг, который многие люди сочтут невозможным, и когда ты видишь 500 просмотров, это просто разбивает мне сердце. Так что, кстати, это главная причина, по которой я начал сокращать количество отзывов. И когда один из вас, ребята, спросил меня в Discord, почему я делаю еще один обзор Fame Kma Scorpion, делаю обзор Роунин Китана, потому что Роунин Китана еще не был рассмотрен. Я был действительно честен. Я сказал, что мне просто очень плохо из-за того, что я приложил так много усилий на днях, чтобы получить около 1500 просмотров для обзора, который занял у меня около 7 часов. За 7 часов моей обычной работы я заработал бы в N раз больше. Так что я фактически теряю деньги, делая это. Дело не в том, чтобы делать. Дело не только в деньгах, ребята, но и в том, когда вы вкладываете во что-то много предложений, но в конце концов это не очень ценится с точки зрения просмотров. Даже если ты полностью игнорируешь деньги, это просто обескураживает тебя. Тебе кажется, что ты прилагаешь усилия впустую. Ты чувствуешь себя никчемным. Что бы ты ни делал, это как будто добавляет нулевой ценности, и это действительно очень плохо. И вот почему я говорю вам, ребята, что этот ютубер-легенда заслуживает тонны просмотров. Он заслуживает того, чтобы у него были миллионы подписчиков. К сожалению, у него этого нет, но вы должны сделать так, чтобы он это сделал рано или поздно. Потому что то, что он делает, не имеет себе равных. Честно говоря, это не имеет себе равных. Еще раз повторяю, я бы не стал этого делать ни за какие деньги. Они бы этого не сделали. И с учетом сказанного, кстати, это была главная идея, почему я решил снять это видео. Просто действительно попросить вас, ребята, пойти и действительно поддержать этого парня. Потому что он расскажет другу, расскажет 5 друзьям, 10 друзьям, всем, кто знает маму, просто заполнит анкету или что-то в этом роде. Просто дай им знать, что есть парень, который делает эти экстремальные вещи. И дело в том, что это не значит, что он не делает этого в первый раз. Как и в каждой башне, он делает что-то подобное. Как, черт возьми, он все еще делает такие вещи. Невероятно, просто невероятно. Так что, если переходить к игровому процессу, то по сути Колев Скорпион такой босс. Ты видишь, что этот Китана ничего не может сделать, буквально ничего не может сделать, и он использует торговлю справедливостью. Я верю, что торговля справедливостью может поддержать. Я совершенно забыл эту часть его прошлого. Я верю, что он может ударить молнией или еще чем-то в поддержку, чтобы поддержать дружелюбных персонажей. Я так не думаю. Я не совсем был уверен, работает ли это только на старших богах, на каждом отдельном персонаже, это не имеет значения. Суть в том, что посмотри на этого Скорпиона МК-11, он может прожить 2 минуты с таким низким уровнем здоровья. Теперь самое сложное, ребята, в том, что если он умрет сейчас, то все будет напрасно. Все будет напрасно. Если король Скорпионов умрет сейчас, как вы можете видеть, у 2 других девочек начнутся приступы рвоты. Если он умрет сейчас, я не знаю, что будет. Осталось 30 секунд, они могут это сделать. Китана может восстановиться обратно к здоровью, к полному здоровью. И это то, чего он не хочет, чтобы произошло. Просто невероятно. И он делает это сражение за сражением, за сражением. Посмотри на это, он просто наносит некоторый урон ассасину Джейд. Он хочет, чтобы она ушла, потому что, очевидно, он хочет пойти за ассасином Китаной, и просто невероятно. Посмотри на это сейчас. Он стал медлительным, так что ты не сможешь устоять перед всеми дебафами. Если Джейд все еще был в битве в этот момент, ребята, когда он замедлился прямо здесь, только здесь, если Джейд, искусственный интеллект решил оставить Джейда помеченным, он был мертв. И все это было бы напрасно, потому что он не может это контролировать. Он не может сопротивляться всем бафам. Рано или поздно он либо обморозится, либо замедлится, и это будет означать именно это. Я имею в виду, что он действительно не может использовать свой специальный пистолет, потому что это действительно рискованно. Если он использует свой специальный пистолет, это по сути означает, что Джейд может уклониться, и опять же все впустую. И он потратил впустую так много попыток, пытаясь довести эту Китану до 70% здоровья. Просто невероятно. И теперь, если мы вернемся сюда после битвы, я не знаю, 10 или 15, или что-то еще, а его Fusion Zero Scorpion все еще работает над этим. Теперь, кстати, Deadly Jade помечена, так что мне придется иметь дело с ней первым. Мы должны убедиться, что она отметится, но когда она отметится, что произойдет? Вероятно, мы получим убийцу Джейд. Так что мы должны быть такими.
Это просто невероятно. Еще раз повторяю, не факт, что он сможет спамить Special One на MK11 Scorpion. Я имею в виду, что MK11 Scorpion на самом деле не такой уж сложный герой, чтобы овладеть им не потребуется год. Проблема в том, что у него есть сила воли, у него есть желание даже попытаться это сделать. Это то, что, честно говоря, я абсолютно честен. У меня нет слов, чтобы описать. Это страсть, которую нельзя растрачивать впустую, ребята. Так что еще раз поддержи этого парня, он этого полностью заслуживает. Поддержи его. Просто иди туда, просто комментируй, как будто ты потрясающий, просто продолжай делать это, совсем как он. Ну все, что ты можешь сделать. Это тебе ничего не будет стоить, ребята. Ты не должен давать ему денег или что-то в этом роде. Если ты можешь, это было бы здорово, но если ты не можешь себе этого позволить, все, что ты можешь сделать, это просто поставить ему лайк. Иногда это действительно помогает. Если он в среднем получает, я не знаю сколько, я никогда не проверяю, но давайте предположим, что в среднем он получает около 100 просмотров. Если он получит около 1000 за это видео, по крайней мере, он будет знать, что то, что он делает, ценится, потому что это абсолютно умопомрачительные вещи. Еще раз повторяю, дело не в том, чтобы спамить специальным спамом Scorpion, даже если тебе придется делать это примерно по 2 минуты каждый раз. Возможно, 20 раз без единой ошибки, что все равно очень трудно сделать. Речь идет о том факте, что у него хватает смелости попытаться сделать это в первую очередь. Я бы не стал делать этого еще раз и за $1000. Я бы не прошел через это, нет. Но все же он это делает. Посмотри на это. В последней битве Джейд опускается все ниже и ниже. Прости, Китана. И в последней битве, спустя не знаю сколько минут, он наконец решает сменить команду. Потому что ему нужно убить другую девушку. Он использует Райдена. Я понятия не имею, почему он использует Райдена в этом бою. Наверное, потому что он хороший боец, но да, ты же видишь, Джейк ничего не может поделать. Но на самом деле я понятия не имею, почему он использует Райдена. О, я понял. Наверное, потому что он хочет, чтобы его подожгли, и он хочет получить власть, или если он обморожен, он получит власть, потому что это причина. Но как и Китана вмешивается, и дело в том, что есть еще одна удивительная вещь. Посмотри из-за оборудования еще раз. У него нет никакого башенного оборудования из-за оборудования для настройки талантов. И потому что он знает этого персонажа Джонни Кейджа. Он может спамить особенным и держать Китану в углу. Посмотри на это. Он знает, что его разоблачат после этого компонента, поэтому он сразу же делает специальный. И он знает, что искусственный интеллект собирается контратаковать его, потому что он разоблачен. Просто невероятно, просто невероятно. Вот так. Еще раз повторяю, ребята, я не просил вас о многом просто. Просто проявите немного признательности этому парню, это просто невероятно. И как я на 100% уверен, он даже сейчас не уйдет, он просто позволит ему умереть вот так. И я на 100% уверен, что найдутся люди, которые скажут: «О, это было, я не знаю, не стоило того, потому что ты знаешь, ты всегда можешь бросить». Я имею в виду, когда все будут удовлетворены. Что же тебе делать? Где здесь бар? Что тебе нужно сделать, чтобы просто не получить какой-нибудь глупый комментарий, говорящий, что «я мог бы это сделать», или «ты просто делал это, потому что у тебя есть вышка», или... Я имею в виду, что мы просто должны о чем-то договориться, верно? И это что-то, что ты видел, то, чему ты только что был свидетелем. Кстати, я оставлю ссылку на это видео в описании. Это просто невероятные ребята. Просто признай это просто невероятно. У меня нет других слов. Я настаиваю на своем. Я не знаю, что еще здесь сказать. Хорошо, ребята, так что с сегодняшнего дня мы будем открыты. Увидимся в следующий раз. Береги себя и будь в безопасности. А перед тем, как закончить это видео, я бы хотел поблагодарить своих спонсоров, которые помогают и поддерживают мой YouTube канал. А если ты захочешь стать спонсором или помочь моему YouTube каналу, ты это сможешь сделать на сервисе Boosty, где, став моим подписчиком, ты будешь получать эксклюзивный контент, который не будет выходить на YouTube канале, а также сможешь получать дополнительные бонусы в виде доступа в закрытый чат Discord и упоминания в ролике как спонсор. Ссылку на сервис Boosty можно будет найти в описании к видео. Friendship
Scorpion wins. Flawless victory. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad.